Всем привет! Добро пожаловать на сегодняшнее видео, посвященное независимости пальцев и растяжке. Если вы хотите улучшить ловкость своих пальцев, это видео для вас. Все, что покажу, подойдет не только для электрогитары, но и для акустики. И вообще полезность информации на минуту времени здесь приличная, поэтому рекомендую смотреть до конца, не проматывать. Мы разберем упражнения из таких известных источников, как Pumping Nylon Скотта Теннанта и Creative Guitar Гатри Гована. Упомяну Джона Петруччи и добавлю свои варианты и пояснения для того, чтобы вывести ваши навыки на новый уровень. Данное видео будет полезно и тем, что собрано большое количество информации в одном месте и указаны источники, что в гитарном ютубе почему-то редкость. Прошу подписаться на мой телеграм-канал, ссылка в описании, буду благодарен. Прежде чем приступать к занятиям, важно хорошо размяться. Разминка поможет избежать травм, и ваши руки прослужат вам весь гарантийный срок. Рекомендую прислушаться к советам Джона Петруччи в школе рок-дисциплин. Там в начале он дает ряд советов на тему физиологической разминки. Не буду дословно пересказывать. Суть в том, что он растягивает спину, предплечья, делает массаж плеча, локтевого сустава, массаж кисти. Вот такие вот растяжки предплечий полезные, как для одной, так и для другой руки. Далее поиграйте какие-то простые разминочные упражнения наподобие 1, 2, 3, 4 или что-то гаммообразное. Главное, не приступайте к упражнениям на растяжку не разогретым. Это точно не пойдет вам на пользу. Приступим к первому упражнению. Оно из книги «Качаем нейлон» Скотта Теннанта. На ютубе многие его показывают, но все в несколько разных версиях. Но полезность этого упражнения от этого не уменьшается. Начинаем с 5-го лада. Ставим все пальцы на 3-ю струну. И играем сначала указательным пальцем 5-ю струну, потом 2-ю. Далее играем 6-ю струну и 1-ю. Многие зачем-то показывают просто перемещать палец со струны на струну. Если у вас какой-то опыт есть, это абсолютно лишняя штука. И как вы догадались, дальше идем по очереди. 2-й палец. То же самое для 3-го пальца. Кстати, есть похожий вариант от Стива Морса, но он немножко его усложнил, выставляя пальцы на 2-й струне, а извлекая на 3-й за счет хаммеров и пулов. Вы можете попробовать играть все на нижестоящей струне. Выстраиваем, например, пальцы на 2-й струне, а играем на 1-й. Вернемся к книге Скотта Теннанта и поиграем следующее, возможно, многим известное упражнение. Там он фиксирует уже несколько пальцев на струне. Фиксируем 3-й, 4-й палец, а играем 1-м, 2-м на 5-й, 2-й и на 6-й, 1-й. Далее 2-й, 3-й. 3-й, 4-й.
четвертый, второй. Первый, четвертый. Первый, третий. Надеюсь, не пропустил никакую комбинацию. Если что, внизу будет ссылка на PDF-файл. Следующее упражнение из той же книги – противопоставление пальцев. Первый лад – четвертая струна, второй лад – третья струна. Затем меняем пальцы наоборот. Второй палец идет вверх. Тоже для второго, третьего пальца. Тоже для третьего, четвертого. Все это идет вот в такой последовательности. Далее развитие того же упражнения мы добавляем между пальцами одну струну и играем четвертую, вторую струну. Далее вторая, пятая. После играем первую, пятую. Сыграем первую, шестую. Как бы ни было тяжело левой руке, старайтесь расслабляться. Возьмите какую-то сложную растяжку, прижмите струны и попытайтесь расслабиться. Плечи, шея, дышите. Когда вы поймете, что для того, чтобы прижать эти ноты, нужно не такое уж и большое усилие, попытайтесь привнести это ощущение и в игру. Следующее упражнение из той же книги будет нам, электрогитаристам, уже немножко ближе. Оно играется таким образом. Берется первый, второй палец и за счет хаммеров, пулов пытаемся выбить ноту на соседнем ладу и куда дотянемся. Смещаемся на пятую струну. Четвертую. На третью. На вторую. Первая. И поднимаемся вверх. Не обязательно играть до четвертого лада, если у вас не хватает растяжки, можете играть куда хватает, второй, третий. Либо сместиться на третий или пятый лад и играть отсюда. У кого хватает больше пальцев, может играть дальше. Далее то же самое проделаем с третьим пальцем, но мы можем проехать третьим пальцем несколько дальше. И также по всем струнам. Потом с мизинцем. Следующее известное упражнение из той же книги. Играем пятый лад на первой струне и второй лад на третьей струне. Суть в том, что мы играем их поочередно, но держим два звука одновременно.
4 лад, 5 лад, 3 лад, 4 лад, 2, 3 лад. Задача, чтобы два звука как бы наплывали друг на друга. И пробуем переносить эту комбинацию на вышестоящие струны. И так далее. Следующее упражнение — паук. Перейдем к книге Гатри Гована «Creative Guitar». Это первая книга, базовая техника. Строим аккорд мейдж. И по сути это является тоже противопоставлением. Мы меняем местами первую со второй струной, вторую с третьей, третью с четвертой, первую со второй, вторую с третьей, третью с четвертой. Снова первая, вторая, вторая, третья, третья, четвертая. И снова первая, вторая, вторая, третья, третья, четвертая. Вот как это выглядит в целом. Если бы данное упражнение придумал Джон Петруччи, он, по всей видимости, развернул бы пальцы наоборот. Звучит страшно, но от этого это упражнение не становится менее полезным. Далее Гатри предлагает менять местами первую, третью, вторую, четвертую. Не забываем, что можно проходиться по различным струнам, начинать со второй струны, а не с первой. Или к шестой струне подняться. Не забываем переворачивать форму. Тоже разнообразит упражнение. В следующем варианте мы меняем местами сначала крайние струны, а потом средние. Снова крайние, снова средние. В следующем упражнении ставим наш аккорд от 12 лада и начинаем продвигать пальцы в начало грифа. Сначала указательный, потом второй, потом третий, потом мизинец, снова указательный и так до конца. Также можете поменять форму наоборот. И попробовать поменять струны. В следующем упражнении мы начинаем ездить в обоих направлениях. От 5 лада строим аккорд, указательный на 4 лад и так далее. А потом мизинец двигаем вперед. Третий. В следующем упражнении мы выстраиваем пальцы через лад. Начинаем от 12 лада.
И начинаем двигать на 1 лад вниз. Повеяло Аланом Холсвордом, не так ли? Итак, двигаемся, пока хватит растяжки. Я люблю играть это упражнение с добавлением каких-то музыкальных идей, то есть ритма, переборчиков, так его играть несколько интересней. Кстати, так можно играть и предыдущее упражнение, попробуйте. Когда мы играем подобные штуки в музыкальном контексте, у нас больше стимулов сыграть все точно, с прижатыми струнами, с качественным звуком. В итоге получаются такие вот странные полулатинские непонятные мелодии, но так заниматься намного веселее. Рекомендую. Будем постепенно закругляться. Все растяжки до этого были аккордового плана, но если мы хотим что-то сыграть на одной струне, достаточно широкая, то нам и растяжки нужны подобного плана. То есть мы должны на одной струне разрабатывать разные комбинации. Через лад, через 2, через 3, насколько хватает пальцев. Здесь нет какой-то конкретной рекомендации. Вы берете любую понравившуюся вам структуру и с ней работаете. Пентатоника, например. Главное, чтобы это было достаточно широко. Вы можете попробовать поиграть аккордами на одной струне. Минор, мажор, уменьшенная, увеличенная. В заключение хочу сказать, не стоит расстраиваться, если некоторые упражнения не получатся с первого раза. Попробуйте завтра, послезавтра, через неделю, через 2 у вас обязательно получится. Не стремитесь сразу к широким ладам, попробуйте где-то на более узких. Возможно, у вас в целом не получится дойти до первого лада на каких-то упражнениях. Это нормально, у всех разные пальцы. Не всем повезло родиться с руками Гилберта. Как вы заметили, многие упражнения просто на независимость, и хорошей независимости пальцев будет достаточно для качественного владения инструментом. Вы найдете музыку, в которой не обязательно будет растягиваться на 10 ладов, или придумайте свою и будете также довольны. Вот и все. Сегодня мы посмотрели кучу упражнений на один вид техники. Теперь у вас будет выбор, и вы сможете от недели к неделе их менять, варьировать. Они не будут вам приедаться, и вы будете развивать свою левую руку. Спасибо за просмотр. Подписываемся на канал. Напишите в комментариях о ваших успехах. Мне это очень интересно. И подпишитесь на телеграм-канал. Дополнительная связь никогда не будет лишней. Всем пока!